За жесткими экранными героинями Денис Чикыр всегда прятала женщина, которая платит за успех одиночеством, непониманием и громкими ярлыками. Ее путь — это победы, от которых кружится голова, и паузы, в которых хочется исчезнуть. Сегодня вся правда о том, как роль сильной стала и ее броней, и ее клеткой. Денис Чикыр родилась в сердце Турции в Анкаре. Ее детство прошло в атмосфере обычной семьи, где никто не подозревал, что тихая девочка со временем превратится в одну из самых узнаваемых актрис страны. С ранних лет она отличалась особой чувствительностью, могла подолгу наблюдать за людьми, замечая их эмоции и повадки. Это стремление понять человеческую душу и подтолкнуло ее к сцене. После школы Денис поступила в Государственную консерваторию Хаджитепи, выбрав факультет театра. Там она впервые оказалась в мире, где эмоции становятся ремеслом. Она жадно впитывала все, от постановки голоса до работы с внутренними переживаниями. Но путь не был легким. Учеба требовала полной отдачи, а впереди ее ждали годы борьбы за свое место в мире, где каждая ошибка могла стать клеймом. Однако именно в студенческие годы родилась актриса, для которой сцена стала убежищем, а искусство — единственной правдой. Первые шаги Денис Чикыр в мире телевидения были осторожными, но настоящий перелом случился в середине 2000-х. Она получила роль Ферхунди в популярном сериале «Опавшие листья». Эта история о семье и сложных отношениях быстро завоевала миллионы зрителей. Но вместе с успехом на плечи Денис легла и неожиданная тяжесть, ее героиню ненавидели всей страной. Образ жестокой и расчетливой женщины настолько прочно закрепился за актрисой, что многие начали путать ее личность с экранным образом. Денис признавалась позже, что это был момент, когда она впервые ощутила цену популярности. На улицах ей бросали колкие фразы, люди отводили взгляды, будто она сама виновата в том, что сыграла злодейку. Но за этим стояла другая сила ее таланта. Именно эта роль показала Турции, что в кино появилась актриса, которая умеет заставить поверить каждому жесту, каждому взгляду. В то время как миллионы осуждали Ферхунди, сама Денис платила цену одиночества и непонимания. После успеха в «Опавших листьях» Денис Чикыр оказалась на новом витке своей карьеры. Приглашения сыпались одно за другим, но именно проекты «Ифет» и особенно «Великолепный век» сделали ее имя неотъемлемой частью турецкой телеистории. В «Великолепном веке» она сыграла Валиде Султан, одну из ключевых фигур дворцовых интриг. Зрители видели в ней величие, надменность и жестокость, но за кулисами актрисе приходилось носить не только тяжелые костюмы эпохи, но и тяжесть собственной усталости. Рабочие дни длились по 12-14 часов, а жизнь сводилась к роли, где нужно быть железной женщиной, даже если внутри надлом. Для публики это было великолепие. Для самой Денис испытание, где каждый шаг требовал не только таланта, но и выдержки. Она признавалась, что порой чувствовала себя пленницей экранных образов. Слишком много злости и силы в кадре, слишком мало нежности и понимания за его пределами. Эти годы стали для нее золотыми в профессиональном плане, но именно тогда в ее душе начали накапливаться шрамы, которые позже дадут о себе знать. Самым продолжительным и, пожалуй, самым важным проектом в карьере Денис Чикыр стал сериал «Бывшему бандиту не быть властелином мира». На протяжении нескольких лет она играла ключевую роль, которая вновь показала зрителям ее силу и глубину. Это был настоящий марафон популярности, рейтинги били рекорды, ее имя снова не сходило с первых полос, а образы сильной женщины еще крепче закрепились за актрисой. Но в 2018 году случилось то, что потрясло и поклонников, и индустрию. Денис внезапно покинула сериал. Для зрителей это стало шоком, ведь ее персонаж был одним из опорных. В прессе появлялись разные версии от конфликтов внутри съемочной группы до личного выбора самой актрисы. Она сама говорила, что это решение далось ей нелегко, но было необходимым. За внешним блеском и славой скрывалась усталость, которую уже нельзя было игнорировать.
Ее уход из проекта стал символом того, что даже у самых сильных есть предел. Сериал продолжился без нее, но для Денис это был момент, когда слава впервые обернулась тяжелой ценой потери привычного места и ощущением внутренней пустоты. В 2019 году имя Денис Чикыр снова оказалось в центре громких заголовков, но теперь уже не из-за роли, а из-за скандала. Несколько женщин подали заявление, утверждая, что актриса оскорбила их, потому что они носили хиджаб. История быстро разлетелась по СМИ. Заголовки были жесткими, и образ злодейки с экрана снова наложился на ее реальную жизнь. Для многих зрителей это стало подтверждением того, какой они ее привыкли видеть на экране, холодной и резкой. Денис все отрицала. Она утверждала, что ее слова были вырваны из контекста и что она никогда бы не позволила себе унизить женщин за их выбор. Несмотря на давление общественности и постоянное присутствие журналистов, она до конца боролась за свою правду. Спустя месяцы расследований прокуратура сняла обвинения и отказалась возбуждать дело. Формально она была оправдана, но в глазах публики ее репутация снова оказалась под ударами. Для актрисы это был болезненный период, когда даже правда не смогла сразу восстановить ее имя. После скандалов и болезненного ухода из бывшему бандиту не быть властелином мира Денис Чикыр словно исчезла из публичного пространства. Несколько лет она жила в тишине, отказываясь от крупных ролей и избегая внимания прессы. Для многих это выглядело как конец карьеры, но на самом деле это была пауза, в которой актриса пыталась собрать себя заново. Эти годы стали для нее временем раздумий. Она редко появлялась на светских мероприятиях и почти не давала интервью. Казалось, что она сознательно выбрала жизнь в тени, чтобы защитить себя от нападок и восстановить внутренний баланс. Но в 2021 году она вернулась с громким проектом сериалом «Невиновность». История о судьбах женщин и их борьбе за правду стала символичной. Сама Денис словно рассказывала о себе, о своей боли и упрямстве не сдаваться. Зрители снова увидели ее силу, но теперь в ее игре чувствовалась особая глубина и усталость, накопленная за годы. Позже она снялась в веб-сериале «На самом деле ты свободна» 2022, еще раз подчеркнув, что выбирает проекты не ради славы, а ради смысла. Ее возвращение стало напоминанием. Даже после самых тяжелых штормов можно выйти на сцену и сказать «я все еще здесь». За годами скандалов, громких ролей и тяжелых испытаний всегда скрывалась другая Денис Чикыр женщина, которая мечтала о простом счастье. Долгое время ее личная жизнь оставалась под вопросом. В СМИ ходили слухи о романе с коллегами, но сама актриса предпочитала хранить молчание. Все изменилось в 2023 году, когда стало известно о ее браке с бизнесменом Белиханом Байкалом. Для многих это стало неожиданностью. Денис сделала все, чтобы сохранить события в тишине, вдали от вспышек камер. Ее брак стал символом того, что даже после долгих лет борьбы и одиночества можно найти человека, с которым захочется построить дом. Сегодня она осторожно делится моментами своей жизни в социальных сетях, стараясь показывать не блеск, а спокойствие. В ее улыбке теперь больше мягкости, а в глазах усталости, которая превратилась в мудрость. И хотя за плечами остается много боли, разочарований и несправедливости, Денис Чикыр доказала, что счастье можно найти не в аплодисментах публики, а в тишине, где есть понимание и любовь.